Друзья, сначала ответы на вопросы, а потом с середины этого ролика покажу, как я писал работу в местечке в деревне Кукурон во Франции. Там, кстати, снимался фильм «Хороший год». Кто любит фильмы про вино из Прованса, очень интересно, рекомендую. Гена Вишняков, «Темпера». А цыплята не заведутся? Не заведутся, Гена, потому что темпера сейчас продается не цыплячья, курячая, а просто ПВА. Но она очень хорошего качества. Марина Ос. Сирень и яблоки появляются в разное время года. Да, а в магазине яблоки у нас круглогодично. Юзер Джей. Вячеслав, здравия желаю. Здрасте. Вот зачем вы делаете этот этюд? Я вижу, что здесь все хорошо. Почему вы решили не создавать картину, а написать этюд? А этюд вы как-то оформляете потом, когда он закончен? Ведь его на подрамник не одеть. Этот. В Каминаре я описал эту работу. Было очень интересное состояние. Такой ветреный день сносило меня вообще с этого пирса. Ну, цвет воды потрясающий, гор на заднем плане. Ну, что тут сказать, этюд вы делаете, картину. А почему вы решили, что это не картина, юзер Джей? Просто из-за того, что у него небольшой размер? Я так не считаю. Если с этой работы небольшого размера не написана большая работа, не написана, то это картина. Она завершена. Каждая работа, которую я делаю, она завершена. Это самостоятельное произведение. Если же с нее написан большой холст, то тогда она считается этюдом. Ну, в моей терминологии, в моей системе ценностей. Что касается на подрамник его не натянуть, так нет никакой необходимости. У меня есть ролик, где я наклеиваю вот эти мои работы небольшого формата на жесткую поверхность. Это может быть пенокартон или пенополистирол вспененный. ДВП, в конце концов, подойдет. Резиновым клеем я это делаю, и называется этот ролик 947. Он о том, как я наклеиваю холсты на эту панель, а потом она вставляется в раму себе, ничего. Ну, можно из паспортов. Чем меньше работы, тем больше паспорту делаете, и все в порядке. А потом, вы знаете, когда едешь за границу в особенности, то хочется больше писать, то я не могу себе позволить большие холсты. А потом, еще момент такой, на маленького формата холстах я же больше сделаю, больше впечатлений заберу из тех мест, где я пишу. Но представляете, сколько нужно писать метровый холст? День, наверное, пока ты там его расковыряешь. А потом ты же размышляешь о композиции, переделываешь ее. Может, и дня не хватить? Да что дня? Года или 10. А небольшого формата позволяют делать вариации, различные решения, показывать одного и того же мотива. User QQ. Вот как раз, Вячеслав, о том, что вы можете писать акварелью, быстро меняете материал и технику на масло. И все у вас, конечно, великолепно. Спасибо, стараюсь. Но я только наконец-то усвоила масло. Более того, даже только открываю для себя некоторые приемы. Очень хорошо. И когда взяла акварель, хотя раньше на архитектурном факультете только акварелью, и была моя техника, то не смогла толком работать акварелью, потеряла и то, что умела. Как вы перестраиваетесь? Наверное, ваше мастерство это позволяет, простым смертным это не даст. Да почему ж я такой же простой смертный, как и все. Разве что с разницей, что я 15 лет тоже, в общем-то, не работал. Я занимался другим. Так что мой опыт показывает, что вы просто берете и начинаете восстанавливаться. Вот где-то в 10-11 году я начал опять возвращаться к живописи. Ездить стал на наброски каждую неделю. И заметил такую вещь, что как будто бы 15 лет и не было.
Как будто бы я вчера, вот на том месте, где я остановился тогда, с этого же места вы продолжаете дальше свое совершенствование. Ничего талант не пропьешь. Может быть, вы будете медленнее делать, но не пропьешь, однозначно. Деревня Кукурон. Замечательное местечко с платанами, которым 160, по-моему, или 200 лет на данный момент. Я представил, каковы они будут, когда им будет 600 лет. Я видел платан в Ялте, человек, наверное, 10 выстраивается в цепь, чтобы его обхватить. Чудесный пруд, в котором рыбы плавают декоративные, кафе, люди сидят, неспешно беседуют, выпивают вино, ужинают. Расслабленная атмосфера, отражение в воде, чудесный закат. И я написал здесь несколько работ.
738 видео я предлагаю посмотреть после этого ролика. Будет интересно. Этюды на винограднике.